Всем привет! Спустя 2 года мы решили вернуться в город Бердянск, чтобы снова поснимать этот город и посмотреть, как на данный момент там живут люди. Очень многих интересует вопрос, много ли там ждунов. На этот вопрос я ответить вам не смогу, потому что люди не ходят по улицам с бегущими строками «я ждун», я там не ждун, к сожалению. Это бы, конечно, очень облегчило бы жизнь многим, но тем не менее. В общем, предлагаю остаться со мной, продолжить просмотр, потому что будет действительно очень интересно. Мы с вами заедем на местный рынок, заедем на кассу и прогуляемся по главному Бердянскому бульвару. Следует начать с того, что Бердянск – это небольшой курортный город с населением 110 тысяч человек на 2019 год. В городе есть Бердянский морской порт и несколько различных заводов, среди которых есть популярный среди наших мест – это Бердянский мясокомбинат, который на данный момент продолжает функционировать. Из Мариуполя до Бердянска всего около 80 километров, и раньше эта дорога занимала очень много времени из-за плохой дороги, а сейчас при России эту дорогу наконец-то переложили. Вы видите это? Вы видите эту прекраснейшую новую дорогу? Здесь дороги не было от слова совсем, здесь были ямы по пояс. Вообще жесть. Раньше дорога от трассы до Бердянска занимала минут 40, наверное. Потому что были такие места, где невозможно просто без выезда на встречку невозможно объехать яму и не остаться в этой яме. То есть были такие рвы посреди дороги, либо подъемы асфальта, волны такие, которыми можно, если на поддон наехать, то можно уже не уехать никуда. А сейчас новая комфортабельная дорога с разметкой, с подсветкой, со знаками. И я не понимаю, почему Бердянск, оказывается, так близко к трассе было. Для меня всегда 40 минут была поездка от трассы до Бердянска. Да, казалось всегда так долго. А я не думал, что он так близко вообще на самом деле. Цены на топливо плюс-минус, как и в Мариуполе. Только в Бердянск зашла большая сеть крымских заправок, а в Мариуполе, к сожалению, до сих пор все заправки безымянные. При заезде в Бердянск мы сразу видим патриотические билборды, и их очень много на разную тематику. Различные цитаты Владимира Путина, реклама Маткапитала, реклама медиахолдинга, реклама госуслуг. Также есть билборд с предложением оформить пушкинскую карту. Короче, помогаем быстрее обрусеть бердянцам. За 2 года благоустройство города особо не поменялось, но на некоторых улицах уже положили новый асфальт, меняют коммуникации и начинают благоустройство города. Запорожская область получила регистрационный знак с кодом региона 185, поэтому люди постепенно перерегистрируют свои автомобили. Но украинских номеров в Бердянске до сих пор хватает, в Мариуполе их существенно меньше. Так, мы пришли на рынок, людей очень много. Кукурузка 3 штуки 100 рублей. Я очень люблю этот рынок, потому что здесь есть все. Здесь много зелени продается, овощи, фрукты, рыбка, конечно же. Арбузы продают уже по 80 рублей за килограмм. Дай попробовать, очень вкусно. Это наш ребят. Да ладно. Серьезно, вчера вечером. Я понял. Такого что возьмем? Да. Ну и, конечно, куда же без рядов с рыбкой. Первое, что мы видим, это азовская креветка. Стоимость зависит от размера. От 150 рублей за килограмм самая мелкая, до 800 рублей за килограмм крупная. Почем бычки икряные нынче? Да, эти, наверное, не знаю, по миллиону, по 2. Тут даже цены нет, видишь, не стесняются.
Цены на сушеные икряные бычки также зависят от размера – от 130 рублей до 250 за штуку. Копченый пеленгаз получился на 400 рублей. Приятно. Причем кусочек такой не маленький. Спасибо. Ты счастлив? Конечно, я счастлив. Также продается свежий пеленгаз по 250 рублей за килограмм, семга по 1600, живые раки по 1500 и 2000 рублей в зависимости от размера. Также продают икру киты, горбуши и, конечно же, копченую икру. Что? Язык проглочу сейчас. Да, тут запахи такие сумасшедшие. Бердянские бизнесмены знают, что нужно людям после длительного шопинга на рынке. Здесь поставили прицепы на колесах с квасом, а рядом бабушка-продавец. Меня прям перенесло лет на 10 назад, и мы, конечно же, с удовольствием купили попробовать квас. Очень вкусно. На рынке я ради интереса спросила, принимают ли они наличную гривну. Мне ответили, да нет, рубли же сейчас ходят. Вот. Ну, в общем, не поддались твоей провокации. Но в 22 году гривну с удовольствием брали, тогда, когда в Мариуполе уже от нее отказались. Когда у нас уже гривны не было, когда мы приехали закупаться на У нас рынок. так было, у нас ее не могли впарить, не могли всучить кому-то. Всем тыкали гривну, а никто ее не хотел брать, все хотели рубли. А в Бердянске никто не хотел рубли, все наоборот хотели гривны. Это сейчас дорога на косу. Ее только положили. Это получается, ты из Мариуполя? На низенькой машине, на 17-х дисулях, на низкопрофильных каточках, на кабриолете можешь сесть со своей бабой, выехать из Мариуполя в вечерочек и доехать до самой косы по прекрасной дороге. Ну, а здесь вот эта старая, да, еще дорога? Но она хорошая, да. Еще не добрались. Ну, там делают же ее по пути. Что там интересно, аквапарк? Аквапарк в Бердянске, к сожалению, закрыт. Непонятно по какой причине, хотя в 2022 и в 2023 году он работал. Сейчас мы едем по Бердянской косе, ее длина 18 километров. И как ни крути, но здесь отдых не сравнится с отдыхом в Милекино, Урзуфе или на Белосрайской косе. Бердянская коса – это уже не Таганрогский залив, а полноценное Азовское море. Здесь бывают волны, но и вода здесь чище. Гостиниц здесь тоже намного больше, много гостиниц высокого класса. Как видите, людей и машин здесь встречается очень мало, поэтому и работающих гостиниц тоже немного. Из-за того, что многие базы отдыха не работают уже 2 года, территория кажется заброшенной и заросшей травой. Проезжаем мимо, висит на бигборде фраза Путина о том, что будущее началось, таким, какое оно будет, зависит только от вас. Вот это прям, наверное, фраза, которой бы я характеризовал Бердянск полностью. Потому что, ну, действительно, так и есть. Людям наладили коммуникацию, дали связь, дали интернет, дали воду, Они живут в своем городе, который не был разрушен. Все у них осталось, их предприятие, все. Сделали им только лучше дорогу, дали льготы, дали пенсии, дали зарплаты. Они при этом, при всем, все равно не хотят ни хрена делать. Ну, что-то у меня такое ощущение, судя по чему я вижу. Потому что город пустой, на отдых никто никого не зовет, люди не приезжают, не просто так. То есть можно было бы в интернете какую-то адекватную рекламную кампанию вести, зазывать людей к себе. Ну, просто никто ничего не хочет делать. Просто они привыкли, как раньше жить, вынести транспарант о том, что сдам номера у моря, и поставить ценник бешеный, и ждать, пока к тебе люди наедут. А так не получится. Мы приехали на Бердянскую косу.
Сейчас пройдемся по берегу, посмотрим на гостиницы, какие работают, какие нет. Здесь не как на Белосрайской косе, здесь нет такого приятного песочка. Здесь ракушки, поэтому босиком ходить больновато. О, волны такие. В целом на пляже мало людей, но там, где базы отдыха работают, встречаются отдыхающие. Кстати, вот что нас удивило. Это выброшенный на берег осетр. Ничего себе. Я никогда не видела выброшенного осетра на берег. Это хорошо, это значит, что осетр в нашем море есть. Да. Есть гостиницы с работающим бассейном. Все тусуются в бассейне, тогда как напротив, совсем, буквально в 15 шагах, есть прекрасное целебное Азовское море. На Бердянской косе вариантов проживания намного больше, чем в Милекино или на Белосрайской косе. Уровень гостиниц здесь намного выше. И на некоторых объектах висят вот такие вот объявления. Видимо, тут тоже проходит, как это называется? Инвентаризация. Инвентаризация, да. Конечно. На побережье, на первой линии. И, кстати, насчет украинского языка. Может быть, некоторые услышали на рынке, когда я снимала видео, некоторые люди говорили там на украинском. Это не потому, что они какие-то принципиальные, там из-за своей позиции говорят на украинском. Нет, здесь было так и до войны, и до 2014 года. Многие люди говорят на Могут позволить себе спокойно разговаривать на украинском суржике. Ну, на таком, да, на сельском украинском, я бы сказала, потому что здесь много в округе сел. Ну и, в принципе, Бердянск — это, можно сказать, тоже такое большое село. Мы приехали на городской пляж. Здесь людей намного больше, волн нет. Кстати, мы были удивлены, но здесь дежурит спасатель. А в Мариуполе установили вышки для спасателей, но спасателей у нас нет и купаться запрещено. А в Бердянске, пожалуйста. Бердянск сейчас очень контрастный. С одной стороны мы видим старые вывески на украинском языке, старые названия кафе в украинском стиле, старые вывески сетевых компаний, которые сейчас в Бердянске уже не работают. А с другой стороны мы видим распространение нашей российской повестки. Мы сейчас идем по бульвару, и здесь также много рекламных щитов с цитатами президента, с приглашением на службу по контракту. Также есть фотографии героев Бессмертного полка России. На проспекте также установили новые указатели на русском и английском языках. Проспект Ленина – это главное туристическое место Бердянска. Сейчас здесь находится кинотеатр, он работает. Продают мороженое, немного сувениров, работает фонтан, различные кафе, людей, кстати, в них много. Также здесь проходит выставка, посвященная дню рождения российского цирка, и скульптура бычку-кормильцу на месте. С бульвара выходим на площадь и видим сцену и ротонду с надписью «Бердянск». Мы зашли в одно из кафе Бердянска. Меню разнообразное, есть даже любимые гребешки Тимура. Цены плюс-минус как везде, расплатиться можно картой или наличными. Последний раз Бердянск я снимала в 2022 году. И мне кажется, что этот ролик вышел как-то
оптимистичнее, позитивнее, что ли, потому что тогда очень мало что работало. Сейчас как-то Бердянск больше ожил, и люди начинают свыкаться с тем, что произошло. По моему личному мнению, Бердянск 2024 года выглядит лучше, чем Бердянск 2022 года, а где-то даже лучше, чем Бердянск 2021 года, который был при Украине. Население Бердянска как будто делает робкие шаги навстречу жизни в новых реалиях. Это происходит гораздо позже, чем в Мариуполе, но спустя 2 года люди начинают привыкать и свыкаться с тем, что теперь они живут в России. Ну и с вас, как всегда, лайк, комментарий и подписка. До скорых видео.